В начале 1910-х годов американская тракторная промышленность находилась в состоянии интенсивного развития и смелых экспериментов. Не существовало ни стандартов, ни общепринятых решений. Каждый производитель придумывал свою систему охлаждения, зажигания, передачи крутящего момента и запуска двигателя. International Harvester не отставал. Их тракторы серии Titan были представлены 6 основными моделями. От компактного по меркам начала 20 века Titan D20 до мощного Titan 3060. Они отличались большими моторами, испарительной системой охлаждения и пневматической системой пуска. Друзья, всем привет! Это 44-й выпуск серии Pro, и сегодня мы знакомимся с тракторами Titan компании International Harvester. Компания International Harvester была основана в 1902 году путем слияния McCormick Harvesting Machine Company, Deering Harvesting Company и 3 более мелких компаний, включая Milwaukee Harvester Company. Уже к 1910 году International Harvester обладали мощной производственной базой и предприятием с численностью персонала несколько сотен человек. Основной движущей силой роста тракторной промышленности стала потребность в обработке огромных площадей американских прерий, где традиционные методы с использованием лошадей или паровых машин уже не справлялись. Основными конкурентами в этот период выступали компании Hardpar, Avery, Case и Ramley Oil Pool. Hardpar 3060 имел мощность 60 лошадиных сил и находился в одной весовой категории с Titan 3060, а Avery 4080 превосходил их всех. 25-сильный Case 1225 конкурировал с младшими моделями Titan. Серия Titan включала в себя 6 моделей. Ранние D20, D25 и D45 и поздние 1225, 1835 и 3060. Старшая модель Titan D45 1910 года имела длину около 5 метров, ширину 2,7 метра и высоту, если измерять до верха трубы, 4 метра. Масса трактора составляла 8,5 тонн. Его последователь Titan 3060 был чуть поменьше. Длина 4,9, ширина 2,7, а высота 2,8. Однако весил он на тонну больше. Младшие модели Titan имели меньшие габариты и массу около 7-7,5 тонн. Особенностью конструкции всех моделей была открытая платформа оператора с установленным для защиты от солнца и осадков навесом. Titan D45 оснащался двухцилиндровым горизонтальным двигателем объемом 25 литров мощностью 45 лошадиных сил. Данная силовая установка была одной из первых специально спроектированных для применения на тракторе. До этого International Harvester адаптировал и устанавливал стационарные двигатели. На Titan 3060 стоял 29-литровый двигатель мощностью 60 лошадиных сил. Модели D20 и D25 использовали одноцилиндровые двигатели объемом 14,8 и 19,3 литра соответственно. Эти двигатели основывались на проверенной конструкции ранних силовых установок International Harvester Fomus, применявшейся также и на тракторах серии Mogul. Titan 1835 оснащался двухцилиндровым двигателем объемом 16,5 литров, развивавшим 35 лошадиных сил на валу и 18 лошадиных сил на тяговом крюке. Исключением в серии был Titan 1225 1914 года. Он имел 4-цилиндровый горизонтальный двигатель объемом 11,4 литра, мощностью 25 лошадиных сил и, в отличие от тихоходных старших собратьев, мог раскручиваться до 575 оборотов в минуту. Номинальная частота вращения одно- и двухцилиндровых моторов составляла около 350 оборотов в минуту. Устройство системы охлаждения отличалось по моделям и годам выпуска. Ранние модели типа Titan D использовали испарительную систему охлаждения с большим резервуаром для воды и принудительной циркуляцией жидкости. Младшие модели могли использовать систему с естественной циркуляцией. Емкость такой системы охлаждения доходила до 360 литров. Titan 3060 оснащался современной системой охлаждения с сотовым радиатором и принудительным обдувом вентилятора.
Двигатель трактора Titan 1225 запускался вручную, а 1835 и ранние 3060 с помощью пневматического стартера. Для этого они были оснащены ресивером со сжатым воздухом и пневматическим двигателем. В дальнейшем на Titan 3060 был установлен бензиновый пусковой двигатель мощностью 0,75 лошадиных сил. Он монтировался на эксцентриковой платформе и прижимался к маховику основного двигателя. После запуска стартерный двигатель отводился назад и останавливался. Основным топливом для большинства тракторов того времени был керосин. Основная причина – его низкая стоимость. Однако пуск двигателя на керосине – задача непростая, поскольку испаряется и воспламеняется он не очень охотно. Поэтому в качестве пускового топлива использовался бензин. Для этого все модели Titan оснащались двумя баками – основным для керосина и небольшим дополнительным для бензина. Также был установлен двухкамерный карбюратор с отдельной камерой для каждого вида топлива. Переключение между топливами осуществлялось вручную. Основными органами управления тракторов служили рулевое колесо и рычаги управления подачей топлива, включением сцепления и выбора передач. Также был отдельный рычаг для управления углом опережения зажигания. Это было необходимо для оптимальной настройки двигателя под различные нагрузки. Titan 3060 имел одну передачу вперед и одну назад. Остальные модели получили двухступенчатые коробки передач. Однако похвастаться большими скоростями они не могли. Например, Titan 1225 на высшей передаче имел максимальную скорость всего 3,9 км в час. Оператор работал стоя. Это обеспечивало хороший обзор, однако приводило к его быстрой усталости. Навес хоть и защищал от солнца и дождя, но не обеспечивал защиты от пыли, ветра и холода. Шум и вибрация двигателя также не добавляли комфорта. В общем, условия работы были максимально спартанские. Тракторы International Harvester предназначались в первую очередь для вспашки. Titan D45 и Titan 3060 без труда тянули 10-корпусный плуг и были ориентированы на крупные хозяйства. Titan 1835 и Titan 1225 были поскромнее и использовались на средних фермах. Помимо обработки почвы, тракторы широко использовались и для привода стационарных машин. Высокий крутящий момент двигателя позволял работать не только с молотилками и зерноочистительными машинами, но и с мельничными комплексами. Кстати, почему не слетал ремень со шкива? Все дело в его профиле и широком ремне. Шкив имел слегка выпуклый профиль, из-за чего при боковом смещении ремня та часть, которая ближе к центру шкива, была натянута сильнее, чем та, которая была ближе к краю. Благодаря неравномерному натяжению ремень изгибался и поворачивал в сторону более сильного натяжения, то есть самоцентрировался. International Harvester продавал свои машины не только в США, но и в Канаде и Великобритании. Во время и после Первой мировой войны в Европу было поставлено более 3000 тракторов различных марок. Среди них были и Titan. Тракторы Titan D использовались в угольной и металлургической промышленности как рабочие лошадки для транспортировки тяжелых грузов и привода различного оборудования. Их надежность и способность работать на дешевом топливе делали их весьма привлекательными. В 1956 году компания International Harvester выкупила трактор Titan 1225, проработавший на пилораме Томпсон в английском графстве Нортумберленд более 40 лет. Вот это выносливость. Стоимость тракторов серии Titan была эквивалентна 3 годовым зарплатам рабочего или стоимости 5-6 автомобилей Ford. Это значило, что покупка трактора была серьезной капитальной инвестицией, доступной только крупным фермерам или кооперативам. При этом годовая экономия от использования тракторов также была существенной. Механизация позволила обрабатывать значительно большие площади при меньших трудозатратах и существенно повысить урожайность. В процессе производства машины International Harvester постоянно дорабатывались. Наиболее существенные изменения произошли в конструкции модели Titan 3060. Это касается как замены пневматической пусковой системы на пусковой бензиновый двигатель, так и доработку системы охлаждения. Внешний вид трактора также изменился. Исчез навес над двигателем и была модифицирована кабина.
Модель Titan 1225 получила двигатель большей мощности, из-за чего ее обозначение сменилось на 1530. Модели серии D менялись менее радикально. В основном изменения касались системы зажигания. International Harvester Titan производились с 1910 по 1917 год. За этот период было построено около 4500 единиц. Цифры кажутся небольшими, но учитывая, что это происходило более 100 лет назад и что параллельно с указанными 6 моделями серии Titan производилось 6 моделей тракторов серии Mogul, это было значительным достижением. Самыми массовыми стали модели Titan D45 и Titan D25. Полученный в процессе производства этих машин опыт позволил компании разработать ставшую впоследствии легендарной модель International Harvester 1020, общий тираж которой составил около 80 тысяч единиц. Но об этой машине я расскажу в одном из следующих видео. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.